Далеко. В Урале жила довольная, игривая и немного беспокойная собака по имени Боня. Она очень любила детей и радостно виляла хвостом при виде людей. Но однажды все изменилось. Вся большая семья, включая беспокойную собаку, отдыхала на даче в деревне. Пришло время возвращаться домой. Попрощались, загрузили вещи в машину и забыли закрыть ворота. В этот момент порыв сильного ветра распахнул калитку. Забор с грохотом захлопнулся, и испуганная Боня в панике куда-то убежала. Никто ее не стал ждать, как это часто бывает, люди просто уехали, оставив собаку в морозную зиму. Через час Боня вернулась к дому, но хозяев уже не было. Она бегала повсюду, искала, но никого не нашла. По соседству жила неблагополучная семья. Они заметили бездомную собаку и решили забрать ее. Накинули ей веревку на шею и потащили домой. Там привязали ее на короткую цепь, без будки, без подстилки. Боня рычала и вырывалась при каждом их движении. Ее лай раздражал их, и в нее летело все, что попадалось под руку. Когда им становилось скучно, они издевались над ней, дразнили едой и ставили миску далеко, так, чтобы она не могла дотянуться на короткой цепи. Сначала она изо всех сил пыталась добраться до еды, но звенья цепи резали шею, и она сдалась. В один из таких болезненных дней хозяин решил развлечься, стал кидать в нее дротики. Иногда промахивался, но и попадал. Боня терпела боль, пока однажды не подошел слишком близко. Тогда она, как настоящая собака, набросилась на него и вонзила зубы в руку. Разъяренный мужчина схватил кирпич и начал обороняться. Боня вырвалась с цепи и, не теряя ни секунды, убежала в открытые ворота. Она знала, надо бежать. Это единственное, что было в ее голове. Поев что-то на свалке, она выбежала на трассу. Впереди был долгий путь 100 километров асфальта. Казалось бы, что может быть хуже? Все страшное уже позади. Боня долго шла, ночевала у обочины, ела, что находила. Она не понимала, почему ее бросили, за что причинили столько боли и что будет дальше. Примерно на середине пути, через несколько дней, голодная и замерзшая, она тихо брела вдоль дороги. Лапы замерзли, подушечки покрылись кровью и воспалились. Вдруг что-то зашумела очередная машина. Боня подумала, что это просто еще одна, как и все, равнодушная. Вдруг яркий свет фар, грузовик вылетает из-за поворота, слегка сбивается с дороги и сбивает собаку. Глухой удар, ее тело отлетает в кювет. Острая боль пронзает ее израненное тело. Водитель даже не остановился, только след крови остался в снегу. Боня пыталась подняться, но не чувствовала лап, боль стреляла по позвоночнику, и она снова упала в снежную яму. Никто ее не видел. Машины проезжали мимо. Из добрых, черных глаз текли слезы. Она пролежала так почти 10 часов в сознании, в боли, в холоде. Шум путался в голове, силы покидали ее, и она уснула. На день перед Новым годом Петр ехал по этой трассе домой с покупками. Вдруг он решил остановиться проверить, не забыл ли он кошелек в торговом центре. Роясь в сумке, он заметил что-то странное в канаве. Решил на всякий случай подойти. Это оказалось животное, слегка присыпанное снегом. Сначала оно не подавало признаков жизни. Было непонятно, что оно делает так далеко от цивилизации. В следующую секунду он заметил кровь и понял, что собаку сбили. Проверил, она была жива, тяжело дышала, не двигалась и не реагировала на прикосновение, была сильно замерзшей. Он не мог ее бросить. Аккуратно взял на руки, отнес в машину и сразу поехал в ближайшую ветеринарную клинику. По дороге собака немного согрелась и начала тихо скулить, как будто рассказывала обо всем, что с ней произошло. Мужчина неосознанно гладил ее и говорил: «Скоро все будет хорошо». В клинике все были поражены, после осмотра стало ясно, что она лежала в таком состоянии не менее 3 дней. Нужно было принять решение усыпить или бороться. Петра это сильно тронуло, он сказал, что это его новогодний подарок. Его семья согласилась и решила спасти бедное создание. Новый год они встретили в ветеринарной больнице, не отходя от Бони ни на минуту. Прошло время. Она постепенно выздоравливала и через 6 месяцев полностью поправилась.
Бонни весело бегала в своем новом, любящем доме, который спас ее от верной гибели. Все было прекрасно. Вскоре в семье появилось пополнение, родился ребенок. Бонни стала ему как вторая мама, всегда рядом, всегда помогает. В одну тихую, лунную ночь весь дом спал. Малыш лежал в отдельной комнате. Вдруг Бонни что-то почувствовала и проснулась. Ребенок запутался в одеяле и начал задыхаться. Он не мог освободиться и даже не мог закричать. Он пытался вырваться, но все больше путался в панике. Бонни почувствовала это и с громким лаем побежала в комнату родителей. Те, ничего не понимая, не спешили вставать. Тогда собака попыталась приподнять маму за пижаму. Когда взрослые, наконец, встали, Бонни сидела у двери малыша и неистово лаяла. Испуганные родители вбежали в комнату. Ребенок уже не мог кричать, мама быстро его распутала и помогла дышать. Собака замолчала, но все еще была встревожена, не находила себе места. Отец вызвал скорую. Врачи осмотрели ребенка, серьезных повреждений не было, волноваться ни о чем. Когда врачи уехали, Бонни успокоилась и села рядом с малышом, положив морду рядом. Глядя на это, отец не смог сдержать слез. Жизнь, которую он когда-то спас, спасла теперь самое дорогое его ребенка.